Активное долголетие. Система борьбы со старостью академика Микулина. Эта система разрабатывалась и тестировалась более 30 лет, а книга издана в далеком 1979 году, но до сих пор не потеряла актуальность. На нее писали позитивные отзывы и рекомендации академик-физиолог Крепе, профессор медицины Шаков, доктор медицинских наук и профессор Гурьев. Меня зовут Алекс Архат, и я сейчас кратко расскажу вам основные идеи из этой работы. Также есть подробное видео по этой системе, ссылка будет в описании. Постепенность. Живые клетки не могут за 1-2 дня изменить свою структуру и жизнедеятельность. Требуется время. Поэтому человек пожилого возраста, или тот, кто ранее не занимался физкультурой, должен втягиваться в занятия на протяжении месяца. День за днем в каждом упражнении следует постепенно прибавлять 1-2 повторения, например, поднимание гантелей. При беге каждый день прибавлять по 5-10 шагов и так далее до определенного предела, индивидуально для каждого человека. Причина старения – шлакование клеток. Клетки и межклеточное пространство постепенно загрязняются отходами обмена веществ и продуктами окисления. Эти шлаки собираются в межклеточном пространстве, откуда всасываются в лимфатические и кровеносные сосуды, где образуется венозная, отработавшая кровь. Она движется к сердцу для дальнейшей трансформации в печени, почках, легких и так далее. Чистка клеток от шлаков. Мы можем помочь очиститься организму от шлаков следующим образом. Во-первых, вытеснением шлаков из клеток и межклеточного пространства благодаря сильным сокращениям мышц. Второе, за счет энергетичного продвижения шлаков из клеток и межклеточного пространства инерционными силами во время сотрясения человеческого тела, например, бег, упражнения с скакалкой и так далее. Подтягивайтесь после сна. Подтягивайтесь как кошка. Только сильно напрягая мышцы можно вытеснить из межклеточного пространства и из вен большое количество скопившейся за ночь зашлакованной крови. Используйте быструю ходьбу и бег. Человеческое тело и его вены испытывают сотрясение и ускорение, направленные к земле во время бега и быстрой ходьбы. Эти ускорения вызываются ударами каблуков о землю, и эти удары венозной крови по клапанам. С каждым ударом зашлакованная кровь проталкивается по венам к сердцу, подобно тому, как выбрасывается вверх пробка из бутылки при ударе днищем о землю. Желательно бегать по 15-20 минут по 2-3 километра, стараясь ставить ногу на пятку как можно жестче. К бегу нужно приучаться очень осторожно и постепенно. В первый день сделать 10 быстрых шагов, потом, согнув руки в локтях, 5-10 шагов бегом. Дышать надо спокойно. На 2 шага вдох носом, на 2 шага выдох через рот. Когда появится второе дыхание, вдох и выдох надо делать длительнее, на 4 шага. Подробнее о беге, ходьбе и дыхании вы можете узнать из полного видео о системе Микулина. Ссылка в описании. Потение. Другой пользой от ходьбы и бега является потение. Это важный канал очистки организма от шлаков и ядов. Потовыделение необходимо для здоровья и долголетия ежедневно. И бег на воздухе – лучшее для этого средство. А баня является важным, полезным заменителем процедуры физкультурного потовыделения. Практикуйте виброгимнастику. Это простое упражнение, которое могут выполнять даже те люди, кому запрещены бег и быстрая ходьба. Если подняться на носках так, чтобы каблуки оторвались от пола всего на 1 см и резко опуститься на пол, то испытаешь удар, сотрясение. При этом произойдет то же самое, что при беге и ходьбе. Благодаря клапанам в венах кровь получит дополнительный импульс для движения вверх. Это упражнение я называю виброгимнастикой. Такие сотрясения тела нужно делать не спеша, не чаще, чем 1 раз в секунду. После 30 упражнений, сотрясений, нужно делать перерыв в 5-10 секунд. Ни в коем случае не старайтесь поднять каблуки выше сантиметра над полом. Упражнение от этого не станет эффективнее, а лишь вызовет ненужное утомление ступней. Не более 60 сотрясений за тренировку. Слишком частые повторения тоже бесполезны. В межклапанных пространствах вен не успеет накопиться достаточная порция крови, и ее волна не захлестнет следующий этаж вены. Выполняйте их жестко, но не настолько резко, чтобы они болезненно отдавались в голове. Подробнее о виброгимнастике в полной версии видео, ссылка в описании. Делайте самомассаж. Массаж полезен для уменьшения отеков,
облегчение работы сердца, благотворного влияния на деятельность нервной и других систем организма. Массаж ведет к очистке от солей и шлаков и долголетию клеток. Попробуйте вечерний самомассаж, лежа в постели. Поглаживание, легкое разминание, несильное потряхивание мышц. Вечерний массаж ослабляет нервное напряжение, накопившееся за день, способствует общему расслаблению и улучшает сон. Как правило, движение массирующей руки при самомассаже должно совершаться по ходу лимфатических путей в направлении ближайшим лимфатическим узлам. Массаж лимфатических узлов производить не следует. Нельзя проводить массаж при воспалительных процессах, гнойниках, кожных заболеваниях, воспалениях вен, тромбозе и сильных варикозных расширениях. Чтобы узнать, не противопоказан ли вам массаж, надо проконсультироваться у врача. Подробнее про массаж в полном видео, ссылка в описании. Дыхательная гимнастика. Когда вы проснетесь и сладко потянетесь, нужно лечь на спину и предельно расслабить все мышцы. Затем следует сделать, возможно, более глубокий вдох, выпитив вверх грудную клетку, после чего сокращением мускулов брюшного пресса оттянуть диафрагму, разделяющую полость кишок и желудка, до предела к низу живота. При этом брюшной пресс сильно нажмет на кишечную полость. Нажим распространится на все внутренние органы: почки, печень, селезенку, поджелудочную железу и так далее. Этот своеобразный пресс будет выжимать из клеток и межклеточного пространства внутренних органов накопившиеся за ночь шлаки. Теперь задержите дыхание на 5 секунд, чтобы под давлением шлаки успели покинуть те места, где они осели за ночь. После задержки выдыхайте воздух 10 маленькими порциями, проталкивая его силой сквозь плотно сжатые губы, так, чтобы весь живот интенсивно 10 раз колебался. В этом массаже стрясении внутренних неподвижных органов и кроется польза дыхательной гимнастики. Между прочим, такой же массаж происходит и в тот момент, когда мы смеемся. Отсюда становится ясно, почему издревле смех считается полезным. Волевая гимнастика тела. Ежедневно я минуты 3 утром занимаюсь разработанной мною волевой гимнастикой прямо в постели. Сперва надо расслабить все мышцы, а затем постепенно, предельно сильными волевыми импульсами, раз по 10 напрягать их и не двигаясь. Сначала нужно напрягать мышцы пальцев ног, потом икроножные мышцы, затем последовательно напрягать мышцы живота, груди, шеи и рук. Такая волевая гимнастика оказывает комплексное воздействие на организм. С одной стороны, возбуждает биоэлектрические явления в клетках, что усиливает обмен веществ. С другой, помогает мышцам и венам избавиться от шлаков. Дышите равномерно и глубоко. На каждые 5 сокращений мышц нужно сделать один вдох. И на 5 выдох. Гимнастика лица. Туда, куда не доходят хотя бы несколько раз в день нервные импульсы и биотоки, неизбежно появляется дряблость и вялость. Чтобы лицо не было дряблым, я делаю такое упражнение. Изо всех сил, так, чтобы задрожала голова, подтягиваю 8 раз по очереди то щеки к глазам и ушам, то кончики губ к зубам. То есть делаю все возможное, чтобы возбудить в мышцах лица эффективный обмен веществ. А еще улыбайтесь. Улыбка улучшает настроение. Термомассаж лица. Также я ежедневно, утром и вечером делаю термомассаж для ускорения кровообращения в капиллярах. И чтобы лицо выглядело моложе. Сначала прикладываю к лицу салфетку, окунув в горячую на грани терпимости воду. Потом в очень холодную. Меняю 2-3 раза. Развивайте гибкость и подвижность. Человек выполняет движение с амплитудой значительно меньшей, нежели та, на которую способны связки и суставы. В результате этого связки и мышцы становятся менее эластичными, рабочий угол суставов уменьшается. Привыкнув к движению с малой амплитудой, человек утрачивает гибкость, выполнение глубоких наклонов, приседаний, широких размашистых движений начинает вызывать боль. Иногда приводит к травмам. Вам помогут вращательные движения руками, головой, туловищем, осмахивание руками и ногами, наклон вперед, в стороны, назад, приседания, выпады и тому подобные упражнения. Выполнять их нужно с наиболее возможной для вас амплитудой. Небольшие болевые ощущения нормально.
Нельзя допускать только сильные боли, чтобы не было травм. Каждое упражнение следует повторить 6-10 раз. Приступать к упражнениям нужно, предварительно разогрев тела. Делать их с малой амплитудой, постепенно доводя до большой. Как регулировать собственный вес? Часть нами съеденного усваивается сразу, а часть откладывается про запас жиром в районе кишок и области на животе, бедрах, шее, лице, там, где мышцы сокращаются наиболее редко и слабо. Во время использования организмов запасов человек ощущает чувство голода. Поэтому вывод: если без чувства голода приступать к новой трапезе, то вес тела, запасы жира начнут расти, а человек полнеть. Основные правила питания. Первое. Не садиться за стол, пока нет чувства сильного голода. Второе. Всю трапезу нужно разделить на 3 фазы. Первая фаза – утоление сильного голода. Вторая фаза – насыщение. И третья фаза – обжорка, когда доедается то, что осталось вкусного на тарелке, или когда родственники упрашивают съесть еще кусочек. Академик Микулин практиковал встать из-за стола, когда мог с не меньшим аппетитом съесть еще столько же, то есть после утоления сильного голода. Голодание. Каждый год рекомендуется 1 или 2 7-дневных голодания. В это время нужно делать клизмы и выпивать по 10-12 стаканов воды в день. Строго запрещается любое лекарство или прием пищи, чая, сахара и так далее. Если во время голодания появится слабость, то нужно как можно скорее сделать внеочередную клизму. Ну и выходить из голодания нужно плавно. Рацион питания по Микулину. Бездрожжевой хлеб. Минимум органических жиров всех видов, лучше растительное масло. Вместо молока кисломолочные продукты. Простокваша, кефир, сметана, творог. Вареное мясо и рыба в умеренном количестве. Побольше овощей, каши. Выпивать 7-8 стаканов воды для разжижения крови. Исключить мясной бульон, так как он плохо расщепляется печенью. Использовать витамины. Сахар и соль потреблять умеренно. Это белые враги человека. В целом, в вопросе питания нужно руководствоваться известным правилом. Есть только тогда, когда голоден, и есть, возможно, меньше. Мои, то есть Алекса Архата, рекомендации. Во-первых, посоветуйтесь со врачом. Нужно убедиться, что вам можно заниматься бегом, виброгимнастикой, дыхательной гимнастикой, самомассажем. При наличии некоторых заболеваний могут быть противопоказания. Второе. Рацион питания вполне соответствует современным представлениям о правильном питании. Третье. Голодание весьма полезно, но лучше проходить его под наблюдением врача или хотя бы проконсультироваться с врачом на наличие противопоказаний. Также рекомендую посмотреть подробную версию видео о системе активного долголетия. Ссылка в описании и в конце видео тоже будет в заставке. Там намного больше информации. И поставьте лайк этому видео, чтобы отблагодарить меня за труды. И подпишитесь на канал. Вам наверняка захочется пересмотреть это видео снова. Всего хорошего, железного здоровья и долголетия.